Добро пожаловать в третье видео. В этом видео я чуть более детально расскажу про браузер Gidi, а также покажу несколько неочевидных примеров его использования. Прежде чем мы начнем, у меня есть небольшой совет, который следовало бы дать еще в первом видео. Как вы уже могли самостоятельно обнаружить, кликнув правой кнопкой по иконке Дона на миникарте, можно открыть меню со всеми модулями. Однако, я очень советую вам ознакомиться с описанием вот этой опции, добавляющей бинды для наиболее востребованных меню аддона в ваш клиент. Поначалу может показаться, что запомнить эти бинды достаточно трудно, но со временем вы поймете их логику и что так намного удобнее. Переходим к браузеру Gildy. Из первого видео вы уже знаете, что это меню заменяет стандартное окно Gildy и добавляет некоторый расширенный функционал, большинство которого либо задумано под конкретную цель, либо создано по принципу стандартизации и может быть использовано самым разным способом. Короче говоря, представляю вашему вниманию нарезку из коротких фактов про тот или иной инструмент и для чего он нужен. Начать предлагаю с того, что все поисковые поля по умолчанию работают в системе поиска по регулярным выражениям и без учета регистра. В большинстве случаев вам не обязательно знать, что это значит, так как данные игроков обычно не содержат символы, чувствительные к такому поиску, но бывают исключения. Регулярные выражения — это определенные символы и символьные сочетания, которые позволяют искать данные по определенному шаблону. Например, если мы наберем в поиске по нику какое-нибудь слово, например, К, то аддон найдет всех игроков, у которых есть это К, где угодно в нике, будь то в начале, в середине или в конце, что по сути уже является простейшим шаблоном, хоть и без спецсимволов. Если мы добавим вот этот символ перед К, обозначающий начало строки, мы найдем всех игроков, у которых вот это самое К в начале ника. Но вот этот символ обозначает конец строки. Точка обозначает любой символ. Например, такой шаблон найдет всех игроков, у которых ник заканчивается на К плюс любая буква. Вместо точки квадратными скобками можно перечислить нужные нам символы, а используя дефис можно задать диапазон по алфавиту. В Во есть и другие регулярные выражения. Если хотите, вы можете поискать о них информацию самостоятельно. Но все, что я вам скажу напоследок, что если вам, например, нужно найти что-то, содержащее точку, вы должны экранировать ее вот этим символом. Стоит также отметить небольшую особую механику. В полях Level и Rank вы можете делать поиск с математическим операндом, чтобы обозначить больше или меньше. Между прочим, стоит обратить внимание вот на это. Обычно эти кнопочки трогать не стоит, и они будут переключаться автоматически, так как нужны в основном для технических нужд. Касательно первой, режим с выключенной галочкой нужен в основном для поиска мейна вместе с твинами, и в остальных случаях не нужен. Но тем не менее, вам стоит знать, что такой режим есть, как минимум потому, что он может вам порой мешать. Следующая функция, которая тесно переплетается с предыдущей, это кастомные шаблоны. Что это такое? Например, в вашей гильдии есть прогрессия игроков на следующее звание, как только они получают достаточное количество очков. Все, что вам нужно, это правильно задать поисковой шаблон, отсеивающий игроков мейнов с нужным количеством очков и званием, требующим повышения. Конечно, такой принцип может быть немного сложным, но знающие люди поймут всю силу регулярных выражений. Как только вы отполировали сами или через чат GPT свой шаблон мечты, вы можете сохранить его на будущее, чтобы не страдать этим потом. А пока мы еще не очистили наш шаблон, представляю вашему вниманию первый инструмент, который что-то делает. С помощью сочетания Ctrl-клик и Shift-клик мы можем выделить игроков для последующей массовой операции в меню справа. В этом меню мы можем на выбор выставить всем игрокам одинаковую заметку, либо офицерскую заметку, сделать начисление, кликнуть из гильдии, либо в этом случае поменять ранг. Как вы уже могли заметить, выбирать игроков не обязательно. Если ваш поисковой шаблон точно определяет нужных игроков, вы можете выбрать вот эту опцию. Но в целях безопасности я рекомендую все же выделять игроку вручную. Также, если у вас включено автоматическое обновление окна, советую его выключать перед тем, как будете выделять игроков. Либо подбирать опцию сортировки, такую, чтобы активность игроков в гильдии вам не мешала. В этом же меню ниже вы можете делать быстрые перепривязки твинов с одного мейна на другого, с возможностью слияния мейнов. Игроков для этого выбирать не нужно, нужно лишь вписать ники в эти поля. А я предлагаю вам ознакомиться с тем, как это работает самостоятельно. Следующая функция, которая может быть полезна для вас, это выборочное копирование состава гильдии. К сожалению, из-за ряда технических ограничений, открытие этого окна или изменение отображаемых критериев
в крупных гильдиях может вызвать фризы. Однако вы можете частично компенсировать это вот так. Еще одна функция, про которую я упоминал в первом видео, это способ сортировки игроков гильдии пачками. Мейн с твинами, с вычислением последующего онлайна любым персонажем и сортировкой таких пачек уже между собой по онлайну. Такая сортировка лучше всего подходит, когда вам нужно почистить гильдию от старых игроков, которые давно не заходят. На примере гильдии, в которой я сейчас, если игрок не заходил в игру несколько месяцев, у него сначала кикают всех твинов, а если у него менее 200 ДКП, его кикают вместе с мейном. При желании вы можете перекопировать себе ники игроков и их значения, прежде чем кикать. Вы уже знаете как. Обратите внимание, что использование поисковых полей может нарушать логику работы данной сортировки. Например, если вы отсеиваете игроков по рангу, это может задеть игроков из пачек и их показатели онлайна, что может быть решающим фактором для всей группы, так что пользуйтесь осторожностью. Последний, но не менее полезный инструмент – это панель управления мастер-гильдии. Без детальных пояснений скажу лишь ключевые отличия от стандартного интерфейса. Самое очевидное, то что это окно доступно любому члену гильдии, так как необходимое для этого API не требует специальных прав, однако сохранить изменения может лишь GM. Основное предназначение этого инструмента – это прозрачное и удобное отображение всех прав и настроек для всех рангов в одном окне для их удобного сравнения и планирования всей системы гильдии. Если вы когда-либо были мастером гильдии, вы, возможно, заметили, что интерфейс стандартного окна управления гильдией иногда работает плохо, а при некоторых стечениях обстоятельств может вовсе выдавать ошибки или некорректные данные. Вам не особо нужно знать детали, но как человек, которому довелось поработать с корневым API системы контроля гильдии и создать графическое отображение с нуля, я понял, что разработчики Blizzard немного перемудрили с собственным кодом и наделали глупых ошибок, как, например, то, что функция сохранения прав ранга работает по названию ранга, а не по его ID. Вы можете догадаться, что из этого следует. Последнее и, пожалуй, самое важное, система рангов гильдии предусматривает, что ранги, ID которых начинаются с номера 0 с их правами, по сути живут отдельной жизнью от игроков. Данное окно позволяет свободно добавлять, удалять и менять ранги, как вам будет угодно, включая промежуточные, а не только последний ранг. Однако, игроки останутся на тех же ID рангов, что и были раньше. А это означает, что если вы хотите, например, сделать в гильдии на один офицерский ранг больше, сделав младший офицер и старший офицер, то всех, кто имел ранг ниже офицерского, нужно будет опустить на один ранг. То же самое работает и в обратную сторону. Если вы хотите удалить промежуточный ранг гильдии, вам нужно будет сдвинуть всех участников гильдии, кто находился на этом ранге и ниже, выше по рангу. Вы можете не переживать, для этого есть все нужные средства. В крупных гильдиях такие изменения могут занять какое-то время, и это может выглядеть немного грязно. Однако другого выбора нет. Зато все работает автоматически. Стоит лишь убедиться, что все члены гильдии в курсе того, что вы делаете, так как массовая смена рангов в гильдии может вызвать панику. На этом все. Надеюсь, вас не слишком утомил. Если утомил, можете отдохнуть 5-10 секунд. В следующем видео я расскажу про журнал, а также систему бэкапов. Не переключайтесь. Be well.